Всем большой и пламенный привет! Как вы считаете, что если, допустим, детская косметика, то она обязательно имеет чистый состав, без вредности, и ее можно применять в том числе как для себя, так и для детей абсолютно безопасно? А обращали ли вы внимание на то, что в наименовании продукта чаще всего слово «детский» заключается в кавычке? Меня это настораживает, поэтому сразу же заглядываем в состав. Почему я на это обратила внимание? Потому что ко мне пришла моя знакомая проконсультироваться по поводу того, что ей назначила гинеколог. И она ей назначила детский крем для устранения сухости в интимной зоне. И она мне его принесла. Говорит, посмотри состав, можно ли этим пользоваться на слизистую. И я всегда была уверена в том, что в детский крем ничего плохого не добавят. Ведь дети – это прежде всего, и забота о них – это превыше всего. А там в составе что? На первом месте вазелин, парафин. Это все закупоривает поры и создает эффект паровой бани, что автоматически с течением времени глубочайшим образом обезвоживает кожу. А здесь еще что мы видим? Минеральное масло. Оно чужеродно для кожи, плюс накапливается в организме. Дериваты ПЭГ истончают кожу, делая ее проницаемой для других веществ. Если увидите парабены в составе, они обладают гормоноподобным действием. Полный список аллергенных компонентов, нежелательных компонентов будут в описании под видео, плюс ряд эфирных масел, которые детям не показаны. Еще важный факт в том, что физиологически кожа новорожденного ребенка становится похожей на кожу взрослого человека лишь спустя полгода от момента рождения, потому что в этот период клетки эпидермиса только адаптируются к внешней среде, а соответственно полноценно не обеспечивают местный иммунитет, а также рецепторную и фотозащиту. К тому же кожа младенца на 20-30% тоньше кожи человека, взрослого человека. А корнеоциты – это чешуйки, которые образуют внешний роговой слой. Они слабее связаны между собой, так как у ребенка еще мало липидов. Это склеивающее, скажем так, чешуйки вещество. У ребенка больше воды, чем липидов. Поэтому любой раздражитель может вызвать аллергическую реакцию, потому что защиты практически нет. И все легко проницаемо, потому что вот это склеивающее вещество еще не дает такой плотный барьер. Так как гидролипидная мантия – это смесь воды, потовых желез и сального секрета, все это в совокупности недостаточно развито еще. Поэтому кремы призваны создать защитную пленку, помочь защититься коже. Крем должен содержать в себе липиды. А где они? Здесь только вещества, которые разрушают липидный слой. Вот основа крема и высокая концентрация нефтепродуктов. Парафин, церезин, производная минерального масла. Оно препятствует образованию гидролипидной защитной мантии, создавая парниковый эффект и ложное увлажнение, наоборот, обезвоживая кожу. Гидрогенизированное растительное масло. На него возможна аллергическая реакция, и не уточнено, какое конкретно масло. Снова парафин, но плотной фракции. В качестве эмульгатора сорбитан, он мягкий, но синтетический. Из натурального, то, что действительно сродни себуму кожи, безопасно, это ланолин. Он поддерживает защитные барьерные функции кожи. Антисептик, сульфат магния, эфирное масло эвкалипта, спирт, экстракт ромашки, эфир ретинола, это производная витамина А, жирорастворимый витамин, и противовоспалительный ментол. И буквально на днях я получаю негодующее письмо от моей подруги, где она просит разобрать детский состав лосьона. Основа крема глицерин, триглицериды, объединяющие обычно из пальмового и кокосового масел. Его задача объединить водные и масляные компоненты. Это эмолент высокополярный. Петролатум камуфлирует вазелин, а его мягко умасливает масло ши. Тут же дестабилизирует С1215 алкилбензоат.
Гидрофобное вещество – пленкообразователь. Вообще это сложный эфир, изопропил спирта и пальмитиновая кислота, чаще из кокосового масла. Далее спирт, полученный методом брожения из растительного сырья. Диметикон – силиконовый полимер. То, о чем мы с вами говорили выше, чужероден для кожи. Обезвоживает ее, забивает поры, не смывается водой, не разлагается в природе. Далее стабилизатор эмульсии, безопасен, натуральный, смягчающий кожу, глицерил, стеарат. Далее синтетическое вещество, сложный эфир, комплекс стеариновой кислоты, полиэтиленгликоль. О нем есть даже отдельное целое видео и полный разбор. Ссылка на него есть в описании под видео. Если будет интересно, посмотрите. Далее ряд эмульгирующих веществ, сорбит, стеариновая кислота обеспечивают объединение эмульсии вода в масле, плюс они образовывают стойкую эмульсию. Консервант метилпарабен – это синтетическое вещество. Далее масло тыквы, мед, пропилпарабен – токсичный консервант, аллергенен, может вызывать эндокринные нарушения. Гидроксид натрия – просто щелочь. Ксантан – загуститель, гелеобразователь – это природное вещество, он абсолютно безопасен. Этилпарабен – синтетический консервант, аллергенен, не используется в детской косметике, но почему-то есть в составе детской косметики, возможно, именно потому, что слово «детский» заключено в кавычки. Снова химический компонент, оказывающий токсичное действие на иммунную систему. Следом идет витамин Е, консерванты и нами недавно изученные досконально лимонен, линолол и следом аллергические ароматизаторы, раздражающие кожу с нотками ландыша. Это от гидроксицитронилаля. Плюс синтетический альфа-изометил-ионон дает аромат фиалки и вызывает аллергическую реакцию. Еще одна цветочная отдушка синтетического происхождения – гексил цинамал. И как мы с вами поняли, детская косметика содержит практически те же самые компоненты, что и обычная взрослая промышленная косметика. Поэтому предлагаю не полагаться на стереотип, что если детская, то значит безопасная, безвредная, безаллергенная. Мы будем ориентироваться с вами на состав. А я здесь как раз-таки для того, чтобы напомнить вам об этом. С заботой о вас и о вашем здоровье. Но, к сожалению, такого рода полезные видео, в том числе рецепты, после обновления алгоритмов не продвигаются, не рекомендуются, а наоборот топятся, не показываются. Чтобы бороться с этим, чтобы как можно большему количеству людей не питать иллюзий, важен каждый из вас. Каждый человек, который будет создавать активность. Это добрый привет лайком, поддержка комментарием, либо репост. Давайте вместе не дадим забить полезную информацию в угол, как ненужную, а подарим широту распространения. Давайте говорить вместе.